Салют вам, здравствуйте, товарищи. Это запись установки всего окружения, которое требуется для запуска Django у себя локально и для разработки кода под него. В качестве инструкции письменно используется туториал Django Girls, который, собственно, будет полезен, по крайней мере, так это выглядит сейчас, для всех, кто планирует заняться разработкой софта самостоятельно, причем с нуля. Здесь, как видите, много обещаний о том, что вы всему этому делу научитесь, создадите свой сайт, и даже есть некий чат, который позволит вам получить некоторую помощь, если будет проблема. Но сегодня цель у нас установить все, что требуется, поэтому перейдем к этапу установки. Но несмотря на то, что мы занимаемся из дома, мы не будем пропускать это руководство, переходить как работает интернет, так как мы, я уверен, сможем все более экстремально, с одной стороны, а с другой стороны, более быстро все освоить, так сказать, по-коммунистически. Так, первый этап, который мы совершим, это мы установим для себя Python. Здесь у них прекрасная инструкция, в которой есть много ссылок. То есть, в частности, так как мы будем ставить это на Windows, соответственно, будем ставить это в Windows. Значит, открываем именно эту ссылку установка Python на Windows. Заходим в релизы, его выбираем latest Python 3 релиз. Дальше спускаемся здесь вниз, здесь вот файлы. И, соответственно, смотрим, что для 64-битной версии Windows, которая у меня стоит, нужно скачать Windows x86 x64 Executable Installer. Вот это. Соответственно, если у вас будет Linux или еще что-то, то нужно будет скачать в соответствии с этой инструкцией что-то другое. Я это конкретно пишу для Windows. Вот мы его скачиваем, вот началась закачка. Она идет достаточно быстро, так как пакет не очень большой по размеру. Дальше мы его запускаем. И, соответственно, по умолчанию он здесь нам предлагает поставить в разные папки. Но это не очень хороший вариант ставить в такие пути. Поэтому сразу сделаем Customize. Здесь мы ничего не меняем. Здесь вполне все нормально установлено. Здесь мы поставим на всякий случай, что установлено для всех пользователей. Добавим также Python в переменные среды. Дебагинг символы скачаем и, собственно говоря, дебагинг binaries, так, на всякий случай, чтобы было. Вот. Также я полагаю, что не очень разумно будет ставить на диск C все это дело, так как правило, у большинства диск C, он может быть не очень большой по размеру. Вот. Ну и, соответственно, точно не в Program Files, потому что есть определенные проблемы у того же Python с пробелами там иногда, конечно, бывает. Вот. В моем случае у меня диск C достаточно большой, поэтому я все это поставлю на диск C. Ну, вам, соответственно, уже сами решить, на какой диск вам лучше поставить. Либо на D, либо еще на какой-то. У меня, в том случае, здесь диск C еще и SSD, поэтому, соответственно, для того, чтобы все это быстрее работало, я буду инсталлировать на диск C. Но, как видите, в корневую папку диска C в ней будет папка Python 3.8. Это сообщение от администратора, что там требуются какие-то вещи ему. Вот. Также процесс установки, как видите, достаточно быстрый. Вот. Но это все зависит от машины и от тех настроек, которые мы сделали, когда хотели, собственно говоря, установить Python. Как видите, я сделал максимальную установку, установив там дополнительные исходные коды и дебаг информацию. Так.
Установка почти завершена. Дальше мы уберем path length limit. А, Это, собственно говоря, требуется для того, чтобы мы могли создавать, так сказать, пути к нашему приложению без каких-либо ограничений. Вот, поэтому, соответственно, я полагаю, что лучше все это дело убрать. Вот. Дальше опять тут требуется расширение этого администратора. Собственно говоря, на этом мы закончили установку. Также я рекомендую все скачанные вами дистрибутивы не оставлять там где-нибудь на рабочем столе или еще в какой-нибудь папке скачано. Вот в моем случае это рабочий стол. А переносить в, так сказать, надежное место. Вот в моем случае это диск D. Вот у меня тут есть папочка Tools, в которой достаточно, как видите, много поддиректорий. Вот в частности есть у меня папочки Tools Languages. Вот, соответственно, у меня тут уже есть 3.6 Python и 3.8 64-битный. Так. Значит, Python мы установили. И, соответственно, здесь, кстати говоря, скриншоты для более старой версии, как видите, вот, инсталлятора. Вот мы, собственно говоря, Python установили, и дальше, ну, первое, можем проверить, что это сработает. То есть вот можем попробовать сначала в командной строке. Если вы будете идти, так сказать, по всему введению, да, то там вначале будет и работа с командной строкой. Вот. Ну, а дальше я вам просто покажу, как я это делаю. То есть вот набираем КМД, вот, вызываем его и пытаемся использоваться тем, что они предлагают. Видите, что Python 3 минус-минус version не срабатывает. Попробуем Python. Вот, версия Python определилась у нас. Соответственно, опять же, эта инструкция, она написана для более старой версии. Видите, как видите, 3.6.1. То есть, видимо, в 3.8.1 они решили отказаться от Python 3 инсталлятора. Вот. Дальше момент с установкой редактора кода. Ну, собственно говоря, здесь, как видите, написано, что существует много этих редакторов. Например, такие как PyCharm. Но, опять же, здесь написано, что они не подходят для начинающих. В данном случае я, наверное, не соглашусь с ними. Как раз, на мой взгляд, PyCharm – это то, что больше подходит для начинающего, потому что там как раз в меньшей степени нужно работать с командной строкой и со всякими другими прелестями. Там все очень автоматизировано, очень приятно. Поэтому я рекомендую именно PyCharm и скачать. То есть вот давайте в Google найдем PyCharm, это JetBrains-овская разработка. Заходим на сайт. И нажимаем «Скачать». Нас интересует Community Version. Professional Edition, соответственно, она платная. Ну, как видите, она бесплатная проданная версия, но потом будет платной. Вот, соответственно, скачиваем ее. Вот пошла скачка. Здесь можно не обращать внимания на то, что здесь написано. Можно просто это закрыть. Вот. Вы также можете воспользоваться предлагаемыми здесь редакторами. Вот. Как говорится, кому что нравится. Но я в данном случае именно предпочитаю JetBrains-овские разработки для редактирования кода, как достаточно удобные и приятные в использовании. Именно исходя из своего опыта разработки, который у меня есть. Так, подождем. Вот, скачалось. Также запускаем инсталлятор. Здесь также выбираем, куда мы хотим поставить. Ну, я, опять же, не рекомендую Program Files ставить.
Да и, собственно говоря, на диск C только в случае, если это действительно самый быстрый ваш диск. Вот. Ну, соответственно, указывать версию тоже нет смысла, потому что этот редактор, он может обновляться. Вот, поэтому я предпочитаю его, так сказать, ставить просто в папку Community Edition. Вот. Но я, наверное, все-таки на диск D его поставлю. В моем случае, несмотря на то, что на диске C он теоретически будет работать быстрее, но диск C у меня все-таки не резиновый. А эта штука достаточно много весит. Здесь дальше ставим опять 64-битный запускальщик, если у вас он есть. Можно приписать пути к ланчерам, к запускальщику. Также добавить контекстное меню Open Folders Project и ассоциировать его с расширением py. Это питоновское расширение. Дальше устанавливаем. Это достаточно объемное приложение. Также ставится, как видите, достаточно быстро. Ну, это все зависит от производительности вашей машины, конечно. Здесь я рекомендую все-таки вам перезапустить машину, потому что мы установили и Python, и, соответственно, PyCharm. Также я опять рекомендую скопировать более или менее безопасное место. Здесь есть IDS. Также, как видите, есть PyCharm предыдущей версии 2018 года. Ну, соответственно, будет еще 2020. Кстати, хранить копии сред разработки, наверное, особого смысла нет, так что я удалил его. Так, дальше мы, собственно говоря, запускаем PyCharm. Так, возвращаемся к установке. Дальше мы установили редактор кода себе. Теперь дальше нам нужно virtualenv, установка Django произвести. Давайте это сделаем. То есть вот мы запустили. Здесь нам privacy policy рассказывают. Мы, конечно, всегда это внимательно читаем, нажимаем continue. Так, значит, здесь у нас экран установки первоначальных настроек. Значит, ну, я, соответственно, предпочитаю светлую тему, кому что нравится. Дальше, соответственно, здесь предлагается выбрать, какие мы хотим использовать плагины по умолчанию. Ну, здесь, собственно, ничего такого, что нам требуется, не присутствует. Поэтому просто пускаем старт, нажимаем Start PyCharm. Так, вот здесь у нас открылось окно первоначальное, и здесь мы можем сконфигурировать, то есть сделать вот как раз то, что здесь говорится о виртуальном окружении. Так. Для этого мы нажимаем «Конфигуре», «Settings», «Build Execution and Deployment» и «Build Tools» выбираем. Так. Простите. Выбираем дальше Python Interpretator. Как видите, здесь он не видит ни одного. Мы можем ему добавить его, сделав add. Вот сейчас он пытается найти базовый интерпретатор. Как видите, ему это не удается. Точнее, удается, но он выбирает не совсем то, что нужно. Некий встроенный майкрософтовский.
Поэтому мы вот выбираем тот, который мы установили, Python 3.8 Python. Дальше рекомендую нажать галочки, чтобы, во-первых, он был доступен для всех, и, соответственно, сделать global site packages использовать. Создаем. И вот сейчас у нас здесь создастся, собственно говоря, виртуальное окружение для Python. Да, соответственно, сейчас я покажу, где указывается папка, где она будет создаваться. В данном случае, наверное, можно его рекомендовать создать действительно на диске C. Вот, там, где, соответственно, у вас будет, ну, скажем, опять же, где будет обеспечиваться максимальная скорость работы. Вот, то есть давайте проверим. В данном случае, он, видите, у меня создал в C-users. Вот. Я думаю, теоретически мы можем это дело попробовать исправить. Да, вот таким образом. Вот. Но если это кому-то принципиально. Мне в данном случае не принципиально, поэтому я оставлю как есть. Так. И, собственно говоря, после настройки виртуального окружения, опять же, вы можете это сделать через командную строку, как здесь это указано. Это, так сказать, на ваше усмотрение. Вот. Здесь достаточно много. И дальше переходим к следующему пункту. Установка Django. Опять же, я не очень люблю пользоваться командной строкой, тем более, что есть достаточно удобные для этого возможности в IDE встроенные, которыми я, собственно говоря, и воспользуюсь. В данном случае достаточно просто в этой IDE сделать. То есть мы также выбираем в Python Interpreter, мы просто пишем Django. И вот он нам загружает. Последняя версия 3.1. А для того, чтобы убедиться, что действительно последняя версия он нашел, мы можем, собственно говоря, просто набрать Django. Вот нам первый, скорее всего, ссылкой вам выдастся Django Project. Это как раз домашний сайт Django. Вот. И вот здесь, собственно, написано, что download latest release 3.1. Так что, соответственно, все верно. Он нашел правильную версию Django. Вот. Дальше мы выбираем эту версию и нажимаем Install Package. Это также зависит скорость установки от скорости вашего интернета, но вот в моем случае оно уже все установилось. То есть он установил Django, версия 3.1, соответственно, и дальше вспомогательные некие приложения, там SQL парсер, API TZ и так далее. Вот. На этом установка, собственно говоря, самого окружения для Django мы можем считать законченной. Соответственно, следующие пункты – это установка гита. Вот, ну, я думаю, что по этим пунктам, так как они зависят от того, где и что будет происходить, и я думаю, вы сможете сами пройтись. Вот, соответственно, также и там GitHub или GitLab использовать, ну и многое другое.